Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о такой болезни, как эпилепсия. Основным и самым пугающим признаком эпилепсии является эпилептический припадок. Он возникает спонтанно или под воздействием ряда провоцирующих факторов и может случиться с человеком в любое время и в любом месте, в транспорте, на работе, прогулке и так далее. Во время приступа эпилепсии пострадавший находится в беспамятстве и нуждается в помощи и поддержке находящихся вокруг него людей. Поэтому каждому из нас следует знать, что делать при приступе эпилепсии у человека. Под эпилепсией подразумевается состояние, характеризующееся повторяющимися припадками, вызванными повышенной электрической активностью отдельного участка головного мозга. Если в процесс абнормальной электрической активности остается вовлеченным только один участок мозга, припадок называется парциальным. Если же электрические импульсы распространяются на оба полушария, припадок называется генерализованным. Парциальные припадки могут и не сопровождаться судорогами и потерей сознания, протекая в форме сенсорных галлюцинаций. Генерализованным припадкам чаще всего сопутствуют нарушения сознания и судороги. Эпилепсия является болезнью не только человека, но и животных, собак, кошек, мышей. Отдельной формой эпилептического припадка можно выделить абсансы. Это необычайно короткие припадки, длятся десятки секунд, характеризующиеся внезапным впадением больного в состояние ступора, резко прекращается двигательная активность, зрачки не двигаются, обрывается речь, отсутствует реакция на какие-либо внешние раздражители. Чаще всего абсансы проявляются с 5-6 лет. Несмотря на то, что во всем мире насчитывается 50 миллионов людей с эпилепсией, в большинстве случаев причины ее появления не установлены. Но косвенными причинами эпилепсии считаются употребление наркотиков матерью, дородовая травма, порок развития мозга или недостаток кислорода при рождении, опухоль или киста головного мозга, недостаток кислорода в мозгу, травматическое повреждение мозга, рубцевание головного мозга после черепно-мозговой травмы, посттравматическая эпилепсия, перенесенный инсульт, другие сосудистые заболевания, деменция или болезнь Альцгеймера, инфекционные заболевания, такие как СПИД и менингит, энцефалит, генетическая предрасположенность. К основным симптомам эпилепсии относятся неконтролируемые подергивания и тряски, называемые припадком, потеря сознания, состояние ступора, взгляд в никуда, жесткие мышцы, странные ощущения, галлюцинации, такие как ощущение подъема в животе, необычный запах или вкус, а также ощущение покалывания в руках или ногах. Психологические симптомы, такие как страх, тревога или дежавю, тошнота, изменение частоты пульса. Если у человека рядом с вами случился приступ эпилепсии, нужно оказать помощь. Первое, что нужно сделать, это попросить отойти зевак, которые наверняка соберутся вокруг пострадавшего. Если приступ случился в оживленном месте на переходе, проезжей части, осторожно переместите человека в безопасное место. Для этого подхватите его под руками и, придерживая голову, переместите с опасного участка. В противном случае перемещать пострадавшего нельзя. Обязательно запомните время начала судорожного приступа. Продолжительность приступа является критерием необходимости вызова скорой помощи. Если припадок продолжается более 5 минут, вызовите неотложную помощь. Если есть такая возможность, во время приступа постарайтесь зафиксировать голову пострадавшего между своими ногами, а под нее положите валик из одежды. Это поможет предотвратить травмы, сопутствующие приступу. С этой же целью ослабьте воротник и другую тесную одежду на жертве. Если зубы сжаты, не пробуйте разжать, как и не пытайтесь вставить между зубами ложку или другой твердый предмет. Это приведет лишь к травме. После того, как припадок прекратился, переверните человека на бок, чтобы избежать западания языка. Проверьте, свободны ли у него дыхательные пути. Помогите пострадавшему прийти в себя после приступа. Успокойте человека, не разрешайте ему совершать резких движений. В некоторых случаях приступ сопровождается непроизвольным мочеиспусканием. Убедите человека, что вы готовы ему помочь, в том числе избежать психологического дискомфорта. Если это видео было для вас полезным, не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!